делался примерно 4 года назад. Вот, и это была зима, то есть было мало работы. Камин делался не за деньги, он делался просто от души. Вот. Проект, конечно же, для себя выбрал самый на то время сложный, который был в голове. И то есть он строился, и на это ушло очень много времени. Была такая зима, было мало работы. Вот, и около 2 месяцев я сидел без работы, точнее не сидел без работы, а делал именно этот камин. Вырезать именно тело этого камина ушло около 2-3 месяцев. Вот, и каждый кирпич вытачивался вручную. Кирпич использовался уфимский, полнотелый, 150-й марки, красный кирпич. Он ужасно кривой, с трещинами. И, в общем-то, он сделан для того, чтобы положить черновые стены, а не для того, чтобы строить из него резные камины. Каждый кирпич приходилось выравнивать, делать из него сначала ровный кирпич, обрезать его по всем сторонам. Потом уже происходила разметка. На каждый ряд делались шаблоны. То есть это первая трехрядка, на нее было 3 шаблона сделано. Вот. Откуда взялся вообще такой проект? Просто из головы захотелось сделать круглые колонны, которые не просто круглые, а именно такие вот исходящие, лучковые как бы колонны. Вот. Ну и естественно отсюда пошло все остальное только из-за этой мысли. То есть первый ряд под колонны завелся, потом сделался как бы лучок, то есть арка. Вот. Она отрисовалась по прямой линии, вот. И каждый ряд, разметив на этой прямой линии каждый ряд, я уже точно вычислял, сколько углом у каждого кирпича. Такие колонны невозможно поднять по уровню, потому что они не ровные, а именно круглые. Поэтому здесь я использовал оси, то есть от пола до потолка закрепил шнуры по уровню, по отвесу. Вот я от этих шнуров уже аккуратно мерил с угольником либо рулеткой, чтобы у меня столбы никуда не ушли, никуда их не развернул. Вообще было очень сложно. То есть я думал так, потихонечку, в свободное время я его сделаю, но на самом деле я прям забурился сюда и ходил, ездил сюда как на работу, приходилось очень много резать. И когда вот только первые 4-5 рядов, уже прошел чуть ли очень много времени прошло, на это ушло, я уже понял, что затея очень сложная, зря я это все затеял, возможно, так и не вытяну и не сделаю, и все это время меня мучили сомнения, что я так и не смогу этот камин, в общем-то, и построить, потому что это очень трудоемко, очень сложно. Вот. Ну, так или иначе, глаза боятся, руки делают, пришлось хорошенько попотеть, очень много поработать над этим камином, и в итоге за зиму, то есть за несколько месяцев, пока у меня не было работы, тело камина было собрано. Вот. Потом, как говорится, после этого сразу же собран был газосборник. Я его покажу, я его отснял изнутри. Он довольно-таки потом около года этот камин стоял, не было просто кирпича на трубу. Вот, потому что камин я делаю товарищу. Он здесь и так у него стройку дома уходит очень много денег, и деньги не добирались до камина. Вот, потому что финансирование не очень мощное, как говорится. Просто обычный рядовой человек с нормальной обычной зарплатой вот так быстро дом себе построить не может. Потом через год появились финансы на кирпич, завезли кирпич и подняли второго уже этажа, где-то 6 или 7 метров, точно сейчас не помню. Но труба, естественно, с вытяжкой, то есть она не обычная 500 на 500, а она именно 750 на 500, то есть с 2 дымоходами. Внутреннее сечение дымоходом именно камина составляет 260 на 260 миллиметров. Вот. Тяга отличная, все нормально. Вот центр арки видно, что такой симпатичный, казалось бы. И если на вид на него посмотреть, кажется, что это всего лишь 5 деталей. Но на самом деле там 17 деталей, потому что то есть пришлось его проработать полностью, по всей его длине, по всей глубине. Внутри пришлось тоже резать кирпичи, чтобы вся эта конструкция держалась хорошо. Вот. Сейчас уже прошло с того момента почти 4 года. Вот, и только вчера наконец-то, то есть мы в этом году решили все-таки его покрасить нормально, вот, потому что не окрашенный он все равно не так выглядит. И покраска заняла, то есть по выходным мы занимались с 3-го раза, нам удалось его покрасить, потому что первые 2 раза
мы колеровали в магазинах, выдавали им цвет мокрого кирпича, просили их заколеровать краски. То есть на профессиональных станках, но, к сожалению, все эти станки дают большую ошибку. Я не буду говорить, какие конкретные магазины, но обращались в несколько, вот, и везде одинаковый результат. Когда ты даешь темный цвет, говоришь, что я хочу такой цвет, они тебе его колируют, ты платишь за это деньги, приезжаешь домой, приезжаешь, начинаешь красить, у тебя цвет губной помады ярко-алый или ярко-сиреневый, то есть большие проблемы были с этим. Доколировать приходилось самим. Первый раз у нас не получилось самим доколировать, точнее получилось, показалось, что попали в хороший цвет, но оказалось, что цвет был очень неинтересный. Вот вчера наконец-то попали в тот цвет, который нам очень хотелось, и наконец-то его докрасили. Осталось собрать, то есть обшить ему газосборную камеру. Ну это, я думаю, на это может уйти еще год-два, но я уже устал ждать и решил все-таки сделать о нем видеоотзыв какой-то, показать этот камин, как он работает, как он действует, какие вообще у него характеристики, как бы, тяга у него хорошая. Камин, конечно, это же он для души, то есть это не отопительный прибор. Вот. И, конечно же, пока он горит, он греет. Но когда он уже прогорел, от него тепла уже мало. То есть не как от печки, потому что камин не прогревается только лишь его топка. Так как камин не отопительный элемент. Вот. И, в общем, очень неплохо. Именно сейчас вот уже зима, холодно, на улице холодно, жарить шашлыки. Вчера жарили в нем шашлыки. Получилось просто отменно. Опять же, не используя никаких углей, только дрова протопили, у нас прогрелась топка. И на этом все. Как бы, когда кирпич тоже хорошо прогретый, намного лучше готовится шашлык, чем вот, когда кирпич, допустим, холодный. Вот. Шашлычок вчера получился просто сочный и изумительно вкусный. Этот камин сейчас эксплуатируется около 3 лет уже, так как 3 года назад мы поставили трубу и запустили. Он очень активно эксплуатировался. Вот это ара, все говорят ара, значит дело какому-то армяну. Нет, на самом деле это мои личные инициалы, Авдеев Роман Андреевич. Вот это я их оставил. Такая типа ромбовидная топка. Вот, и как идут столбы у нас, как бы арочные такие, да, столбы. Также идет и сама топка. То есть вся полностью в наклоне. И все ее задние стены тоже в наклоне.